Представители знака зодиака Телец, тельцы мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что ворвется, возможно, внезапно в вашу жизнь? Что ждет или к чему все идет? Как изменится ваша жизнь, и если мы говорим о периоде с 1 по 10 ноября. Я думаю, нет смысла загадывать больше, потому что весь ноябрьский период, он достаточно сам по себе судьбоносен. Планетарные такие изменения происходят, что мы все где-то должны быть готовы к неожиданностям. Поэтому давайте без какого-то конкретного плана. У нас сегодня 2 колоды. Первая Ленорман. Поэтому мы достанем просто 6 карт и позволим нам нарисовать какую-то ситуацию и будем трактовать карты в зависимости от того, как они выпали. А после дополним второй колодой в зависимости от того, что выпадет, несколько уточним, что с этим делать или как на это реагировать. Итак, что же ждет, к чему все идет? Что внезапно произойдет, что может быть как скорые какие-то события. 6 карт. Что нам расскажут? Кто или что изменит вашу жизнь? И такое я тоже могу допустить. У каждого в своей сфере, в какой-то одной. У кого-то это с работы начнется, например, а у кого-то с личной жизни. Но я могу сказать, у нас все сферы жизни сейчас очень важны. Но словно одна начинается или превалирует, а остальные будут словно подтягиваться. Итак, гора. Гора всегда препятствие. Какое-то препятствие вам предстоит преодолеть. Может быть, это препятствие в общении. Может быть, это препятствие в том, как вы, мои дорогие тельцы, видите, нужно действовать, например, или наоборот бездействовать, или вас что-то не устраивает. Не могу сказать, что тут наступить на горло собственной песни, но какая-то пластинка долгоиграющая, она словно пока не закончится в ноябре. А придется словно спортсмену, олимпийцу вам еще добавить или прибавь в конце. Вот есть такая фраза, очень популярная, потому что когда, казалось бы, мы уже, у нас уже открылось где-то второе дыхание, а тут на тебе надо какое-то еще и третье найти. Я, конечно, утрирую, но гора, препятствие какое-то, оно присутствует. Может быть, это конкретное, как какой-то закон, когда вам нужно его найти, какие-то методы, как бы получить желаемое и сделать все красиво, чтобы вот это согласовывалось с законом. У кого-то это банально, какие-то могут быть новости, да по части чего угодно. У кого-то по финансам, например, да, какие-то платежные системы. У кого-то недопонимание по личной жизни, вот тоже. Но любая гора, она преодолима. Или мы ее перемахнем, скажем так, да, пусть этот путь будет не самым легким. Или мы пойдем в обход. Так вот, может быть, в обход вам придется идти. Давайте посмотрим, что еще. Но оно того как будто стоит. Посмотрите. 2 карты, которые своеобразную цитадель нам показывают. И если эта цитадель как приз препятствий, то мы вот из этой горы словно можем, вот так изваять прекрасную башню. И по этой карте место нашего пребывания, вопросы конкретно дома, жилища. И, может быть, вам придется договариваться, у кого-то на повестке купля-продажа стоит. Или когда вы не можете ее осуществить. И, скорее всего, не потому, что вы чего-то не хотите. Ситуация меняется внешне. И люди-то тоже меняются. Меняются их взгляды. Может быть, сама по себе какая-то купля-продажа, как проходит. Так ведь бывает тоже периоды, как взлет какой-то и спад. Причем по разным причинам. Я этим не занимаюсь, безусловно, но в принципе, когда слышишь в разговорах, от многих причин это зависит, как и от того, насколько актуальное предложение или насколько адекватна цена, от способностей человека. Ну и понятно, если мы быстрее что-то хотим сделать, то, может быть, вы где-то будете двигаться в цене. Но это я так попутно. То есть все равно всегда есть какие-то методы. Не бывает патовой ситуации. Насколько вы готовы далеко пройти и насколько вы готовы к какому-то компромиссу, это да.
по карте башня. Может быть, как, знаете, вот у вас есть намерение, цель, которую вы точно хотите достичь. А вот это может касаться чего угодно. У кого-то вашего дома, я имею в виду с домом, когда нет каких-то видимых проблем. Или вашего окружения, имеется в виду ваша семья, может быть, родственники, или какие-то контакты с конкретным человеком. Может быть, семьи еще не создали, но уже планы какие-то имеете, и вы будете тут планировать. Для кого-то из вас, вы знаете, будет просто сложно, особенно для тех, кто один или одна. Это вы словно вот за этой горой, и вам не хочется, чтобы вас кто-то тревожил. Может быть, в глубине души вам и хочется какого-то общения, но вы словно боитесь. И есть какое-то препятствие внутреннее, внутри, вот именно в вас самих, когда я бы хотел познакомиться, или я бы хотела, но я никому не верю. Потому что по аркану башни в этой колоде есть такое значение, что да, это место нашей надежности, нашего уединения, где-то нашего покоя, там, где мы силы приводим в порядок. Но это все же башня, это как крепость, когда мы отгораживаемся от врагов и внимательно наблюдаем, чтобы никто и ничто не ворвалось как раз в нашу жизнь. Мы в обороне, по сути дела. Вот такое значение в колоде Ленорман в этой тоже присутствует. Поэтому тут будет у каждого по-своему. Кто-то уйдет вот в эту глухую оборону, и тогда помните, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Мы не должны терять контакты с миром или чересчур отгораживаться, в принципе, от какого-то социума, поскольку обстановка ноябрьская такова, что, может быть, действовать нужно, а не сидеть в этой башне. А мы этого не увидели именно в какой-то очень нужный момент времени. Поэтому, я так думаю, для кого-то само общение будет как гора, или с конкретным человеком, или в принципе как выход из одиночества. Или, но пусть это будет касаться других вопросов, но у вас, мои дорогие тельцы, все равно даже из горы отстроить прекрасный замок вы можете. Может быть, сложно будут решаться вопросы по недвижимости. Но что-то вы завершите, что-то не может быть продолжено. Вот, наверное, из этой горы, как минимум, если, скажем, ну так, аллегорически, что вы, видимо, в этот период времени с 1 по 10, словно скульпторы, вы именно лепите свою жизнь или создаете, мои дорогие. Словно из прекрасного куска мрамора вы должны создать какое-то великолепие, но неизбежно, пока вырисуется ваша работа или вырисуется какой-то конечный результат. Всегда предполагается, что будет какой-то, как и мусор, будут какие-то осколки, будут мелкие какие-то части, которые просто не нужны. И вот от этого вам нужно отказаться. Словно отшлифовать какое-то свое желание и себе не навредить некоторой предубежденностью. Она может конкретно помешать. Для вас весь и ноябрь, и декабрь, и до конца января, мои дорогие, Уран в вашем знаке, плюс это ретро-движение, он как раз словно вас заставляет парадигму жизни менять. И не держаться, может быть, за то, что держаться уже не стоит. И вот этот вот последний заход Плутона в Козерог, и это ведь для того, чтобы знаки Земли и воды сделали для себя какие-то правильные выводы или как-то несколько скорректировали свои намерения и цели, и только после этого как будто все события начнутся с правильной ноги. Примите это к сведению, это уже я не про карты, это я уже про гороскоп. Правда, вот продолжает все то, что мы с вами рассказываем теперь, судя по картам. Развилка, выбор, мои дорогие, перемены. Вы на пороге перемен. И это сделать, эти перемены, совсем непросто. Но что-то кульминационно важное. У вас действительно врывается либо в вашу жизнь, либо это происходит, но вы как будто можете быть не совсем довольны. Вы настраивались на что-то другое. Или вы как-то думали это по-другому, или надеялись, может быть, что это будет какое-то такое путешествие жизненное более приятное, но тут вот нет, есть некоторые нюансы, которые связаны как и с недопониманием, так и с недоверием, так еще и с каким-то, вот как развилка, незнанием, что меня ждет, если я пойду направо, налево, прямо, а может быть, я вернусь, но так вот возвращаться уже нам сразу сказали нет. Вот у вас может быть на повестке 10 дней вот этой декады
какая-то ситуация, когда назад не повернешь словно. Некуда. Поэтому будьте внимательны. Вот смотрите, карта Лилия, вы со всеми договоритесь. И если телец захочет, он великолепный дипломат. По карте Лилия это общение, больше деловое общение, причем общение искреннее. Поэтому, наверное, ваша сильная сторона будет в том, чтобы какие-то очень важные темы проговорить, чтобы не осталось какой-то недосказанности, чтобы вы не были где-то на вторых ролях. И если что-то беспокоит, буквально покоя не дает, да, вот как эта гора, и это касается именно взаимоотношений, тогда лучше эти темы вынести на поверхность, а не закапывая их, словно не утрамбовывая вглубь себя. Это будет важно, чтобы вы себя ощущали более уверенно, мои дорогие. И где-то планетарно ведь тоже в этом-то как раз и состоит весь фокус. Потому что придется пересматривать и в дальнейшем, как я уже сказала, еще по конец января многие постулаты жизни. А февраль-март может быть связан с какими-то и переменами. Поэтому тут невозможно успокоиться. Но то, что не жизнеспособны, явно с этим вы захотите проститься. Вот как 50 на 50. Не воспринимайте или не делите жизнь на черное и белое. Для тельца сейчас только полутона. И у меня есть на моем сайте гороскоп, именно планетарный до конца года для всех знаков зодиака. Каждый может перейти, кстати, на мой сайт, есть ссылки внизу под видео и посмотреть, прочитать. Я там тоже пишу, что нет, только полутона. Ваша задача не столько отказаться от чего-то, а как раз какую-то возможность. Или особенно тех людей, ведь мы говорим, Плутон в Козероге вернулся последний раз. Для чего-то ж он вернулся. Поэтому если в вашу жизнь какие-то люди возвращаются, или есть те контакты, которые уже оскомину набили, а почему-то человек из вашей жизни не уходит, поверьте, мои дорогие тельцы, для чего-то он вам нужен. Может быть, установить более такие отношения, которые как дружба, больше взаимопонимания. Кто знает. То есть вот не отказаться раньше времени от чего-то. Потому что если мы спросили, что ворвется в вашу жизнь, по карте тучи, это у нас аркан, словно изображение, на две части карту делит. Есть темная туча с молнией, а есть вот уже просветление. То есть какое-то событие или новость вам могут не понравиться, но это проходящее, это не имеет какого-то глобального значения. Я хочу несколько уточнить и зададим такой вопрос. Что вам придется адаптировать, организовывать в эту декаду, в эти 10 дней? С чем это будет связано? А тут недоверие. Вы можете чувствовать какая-то игра. У нас буквально 7 мечей. И карта очень хорошо прорисовывает, я надеюсь, это видно. Словно стоит со своей избранницей молодой человек, и она уже закрыла глаза и голову ему на плечи положила, а он не на нее смотрит. Он заинтересовался совершенно другой соблазнительной красоткой. У кого-то могла быть такая ситуация уже в жизни, когда действительно что-то подобное было. Или пусть даже не было, но вы интуитивно чувствуете. Вот не верю и все. И, как я уже сказала, тут лучше прояснить или какие-то темы проговорить. Не обязательно это будет касаться личной жизни. Это может касаться и работы, может касаться и ваших финансов, может касаться и дома. Может быть, вообще, в принципе, на повестке 10 дней стоит что-то принципиально глобально важное, как переезд или смена места жительства, смена работы, может быть, мои дорогие, перемены сами по себе. И вы будете думать, а кому я могу доверять? Давайте посмотрим, что же вы будете адаптировать. Ну, вот какая-то личная жизнь, которая могла конкретно сложиться, что вы будете адаптировать, если мы говорим. Когда было у кого-то предательство, какой-то сложный очень опыт, который был с душевной болью связан, с каким-то обманом. И вторая карта, посмотрите, пусть мечи и чаши, а тем не менее. Мечи – это, как известие. Оно нас просто, может быть, как или в жар, или в холод бросает. Или мы этого не ожидали.
а дальше чаша – это те эмоции, которые выпиты до дна или до дна кубка. И в этой колоде карт девушка стоит с белым платочком, а мужчина как будто удаляется уже от нее. И если бы платочек можно было расценить как «ах», утрет она слезу, ничего подобного. Она сжала в кулачке этот платок и словно говорит ему «пошел, вот и иди». Она злая где-то. Она принимает какую-то реальность. И по этой карте, когда мы ищем выход, мы его находим. Может быть, у кого-то и правда по части личной жизни какие-то будут очень важные разговоры и решения. Но ведь это не только. Это может быть и работа. Это может быть и та ситуация, когда я говорила, мы к чему-то не готовы, а мы тут должны завершить или принять во внимание, что обстоятельства меняются. И по этой карте это как будто мы уходим. Не вот этот вот человек, а девушка сама от него отказывается. Потому что испита до дна какая-то ситуация. У вас две карты. Это может касаться, к примеру, вот вы находитесь сейчас в сложной обстановке, и вы понимаете, что все, вот время как словно пробило уже, да, вот определенный час. И если я буду дальше чего-то ожидать, я ничего хорошего не дождусь. Я точно с этого момента теряю время. И вы на что-то просто решитесь. И это может быть как по финансам, как по вашему перемещению, так по части, конечно, и вопросы личной жизни. Давайте я еще одну карту, чтобы прояснить. Но есть та ситуация, которая словно вытоптанный сад. Вот так называется эта карта. И обратите внимание, девушка посадила цветы, и некоторые просто, понимаете, как оказались поломанные или пожухлые, потому что их именно кто-то безжалостно вытоптал. И вот эти две предыдущие карты как раз об этом и могут говорить. Это может быть ваше состояние души. Вследствие усталости, кстати, такое тоже может быть. Но карта ведь нам, посмотрите, показывает. Самое главное, зеленые ростки есть. И поэтому, если есть корешки, значит, нет проблем. Ты наведешь как-то по-новому, новый порядок. А то, что уже пустое, как вот эти кубки, или то, что уже безжизненно, аркан гроб, ты проводишь навсегда. Правда, что-то завершается у вас с 1 по 10. Какое-то абсолютно точное понимание приходит, как действовать. Но, мои дорогие тельцы, вам это сделать или определиться с чем-то я не могу сказать, что это будет просто. Что же вы будете организовывать в эти 10 дней? Вам словно фортуна помогает, колесо фортуны. И знаете, нужно действовать быстро. Чего-то вы не можете отложить на потом всегда. Тут же колесо. И, как известно, оно сначала вверх идет, а потом бац тебе и вниз. Поэтому вот тот момент какого-то пика или возможностей, причем те возможности, которые к нам приходят совершенно неожиданно, вы не должны упустить. Здесь может быть конкретный человек, который, даже если вернулся в вашу жизнь, может быть, какой-то заключительный аккорд или важный разговор вам надо с ним совершить, или какие-то вопросы решить. Мои дорогие, как бы вам не было сложно, вы все равно победители. Поэтому мы спросили организовывать. Свою жизнь вы будете организовывать и какой-то правильный вывод или выбор делать. Давайте я еще одну карту достану, что в итоге. Принцесса чаш. Это карта любящего человека. У кого-то я могу представить, да, может быть и правда в личной жизни какое-то разочарование. И тогда я вам точно могу сказать, у вас на кону новое знакомство. И вы будете победителем по какой-то грустной прежней истории, когда вам довелось пережить очень такие сложные периоды в жизни. Может быть, у кого-то проиграется так с одним партнером, вы прощаетесь или уже простились. Может быть, к этому шло все, да, какие-то отношения. И теперь вы понимаете, что, ну все, наша история не имеет продолжения. И вас уже это не цепляет. Вы уже не ждете, как будто что вернется заново человек, к примеру. Ведь у кого-то может быть и так. Вас это отпускает. То, что было тяжелое, сложное, пережитые какие-то не просто разочарования, а может быть глубокое потрясение. Но где-то через прозрение, вот как этот
вытоптанный сад. Вы видите и понимаете, нет, мне нужно все, свою жизнь обустраивать заново. И очень быстро, вот, правда я сказала, с правильной ноги вы с чем-то тут определяетесь в первую декаду ноября. Ну, плюс-минус я могу допустить, что для кого-то это и еще какие-то будут дни продолжения. Но вам словно высшие силы, мои дорогие тельцы, помогают. Вы победитель, и на кону какая-то новая, более счастливая история. И если где-то история это касается дома, финансов, вот переложите. Вы некоторую делаете перезагрузку, выбор, и очень вовремя. Чего-то не отложить на потом, но и себя-то на вторые роли тоже не отодвинуть будет важно. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.